Контрабандисты, волосатый карлик, золотой мамонт и битва с белым медведем. Нет, это не фрагменты нового фильма об Индиане Джонсе и даже не новая серия «Войны престолов». Это фрагменты экспедиции Российской академии наук и Русского географического общества. Экспедиции по поиску нового уникального мамонта. Но давайте обо всем по порядку. Остров Котельный, один из новосибирских островов. Как известно, условия на этом острове не самые приятные, ну хотя для кого как. Он покрыт арктической пустыней, но, несмотря на достаточно суровые условия, каждый год сюда приезжают множество собирателей бивня мамонта. Собирают его для разных целей, но в первую очередь для того, чтобы делать всевозможные поделки, а также на продажу, и в том числе для того, чтобы контрабандным путем часть бивня увезти в Китай. Ученые по-разному относятся к подобным собирателям. С одной стороны, понятное дело, что когда что-то из страны ввозят контрабандой, это не очень-то хорошо. Но с другой стороны, все бивни на свете не соберешь. И если бы не было собирателей бивней, то просто-напросто те бивни, которые уже оказались на поверхности, разрушились бы под действием окружающей среды и не достались бы никому. А бивни растут буквально каждый год. Ведь не зря северные народы предполагали, что мамонт – это какое-то подземное животное, которое погибает, как только оказывается в лучах солнца. И не зря, собственно, само слово «мамонт», по всей видимости, и переводится как «земляной рог». Самое главное, что подобные собиратели могут обнаружить что-то уникальное. И у ученых имеется негласная договоренность с собирателями бивней, что если что-нибудь найдется, ученым обязательно сообщат. Так случилось и летом 2018 года, когда был обнаружен один из мамонтов в виде замороженной туши. Ученые каждый раз довольно скептически относятся к подобного рода находкам, потому что часто за замороженную тушу неопытные собиратели принимают самые разные, часто не относящиеся даже к мамонтам вещи. Но на сей раз было дело не так. И действительно, перед экспедицией предстала отличная замороженная туша. Ну, правда, не совсем полная, сохранилась лишь задняя часть мамонта, от передней остался лишь скелет, но все равно это очень хорошая находка, уникальная по своей сохранности, и подобные находки попадаются не чаще, чем раз в несколько лет. Но самое удивительное, что мамонт был совсем небольшой. Поначалу его называли мамонтенком, но когда ученые его изучили, оказалось, что это взрослый мамонт. Хотя ростом он был менее 2 метров в холке, то есть это был взрослый карликовый мамонт. А это уже претендует на сенсацию, ведь замороженных карликовых мамонтов ни разу не находили. Ученым известно, что были некоторые карликовые разновидности мамонтов, но известны они исключительно по костным остаткам. Но на этом уникальные открытия, связанные с новой тушей, не закончились. Когда очистили один из фрагментов мамонта и отмыли его от грязи, оказалось, что шерсть мамонта переливается в лучах солнца золотистым цветом. Такого цвета шерсти ученые не видели никогда, поэтому его и прозвали золотым мамонтом. Но и это еще не все. Однажды в 4 утра проводник ученых Сергей Яковлев проснулся от странного шума. Он выглянул из палатки и обнаружил, что к еще не раскопанной туше мамонта подкрался грозный хищник белый медведь. И он решил, что ученые используют мамонта совсем не по назначению, и решил полакомиться древним деликатесом. Отогнать хищника оказалось очень непросто, пришлось даже воспользоваться ракетницей, но в конце концов мамонт был спасен. К сожалению, за оставшуюся часть сезона 2018 года так и не удалось раздобыть всю тушу мамонта, и часть пришлось оставить до следующего года. Поэтому в следующем году продолжатся раскопки, и ожидают еще множество интересных открытий, связанных с этим мамонтом. Ну а что именно откроют, новые исследования покажут, а мы расскажем. С вами был Попов Ярослав. До новых встреч.